26 июля 1864 года по волнам Северного канала шла на всех парах при сильном Норд-Осте великолепная яхта. Ее фок-матче развалился английский флаг, и на голубом вымплете грот мачты виднелись сшитые золотом буквы и Г. Яхта эта носила название Дункан и принадлежала лорду Эдуарду Гленарвану, виднейшему члену известного во всем Соединенном Королевстве Темзинского яхт-клуба. На борту Дункана находились Гленарван со своей молодой женой леди Эллен и его двоюродный брат майор Мак Напс. Недавно в открытом море в нескольких милях от залива Фёрд оф Клайд было произведено испытание этой яхты, и теперь она шла обратно в Глазго. На горизонте уже выравнивались остров Арар, когда стоявший на вахте матрос доложил о том, что за кормой Дункана плывет какая-то огромная рыба. Капитан Джон Манглс немедленно приказал сообщить об этом лорду Гленарвану, и тот в сопровождении майора Макнапса не замедлил подняться на ют. «Скажите, что это за рыба, по-вашему?» — спросил он капитана. «Я думаю, милорд, что это крупная акула», — ответил Джон Манглс. «Акула в здешних водах!» — воскликнул лорд Гленарван. «В этом нет никакого сомнения», — продолжал капитан. «Такие акулы встречаются во всех морях и под всеми широтами. Это рыба-молот. Или я сильно ошибаюсь, или мы имеем дело с одной из этих мерзких тварей. Если вы, милорд, согласны, и леди Гленарван доставит удовольствие присутствовать при такой любопытной ловле, то мы можем скоро узнать в точности, что это за рыба. А вы какого мнения, Мак Наблс?» — обратился Гленарван к майору. «Стоит ли нам поохотиться?» «И заранее присоединившись к вашему мнению, невозмутимо ответил майор. Вообще следует уничтожать как можно больше этих хищных тварей», — заметил Джон Мангл. «Воспользуемся же случаем, и мы увидим необыкновенное зрелище, и заодно сделаем полезное дело. Тогда начнем», — Джон сказал. Лорд Гленарван, он велел предупредить жену и леди Эллен, очень заинтересованная предстоящей захватывающей охотой, поспешила на ют к мужу. Море было спокойное, и с капитанского мостика нетрудно было следить за всеми движениями акулы. Она то ныряла, то с удивленной силой выскакивала на поверхность воды. Джон Мангл отдал необходимые приказания. Матросы сбросили с правого борта яхты крепкий канат с крюком, на котором была насажена приманка. Большой кусок свининого сала. Прошорливая акула, хотя она находилась в ярдах в 50 от Дункана, почуяла приманку и стала быстро догонять яхту. Видно было, как ее плавники серые, на концах черные с основания силой рассекали волны, а хвост помогал ей удерживать безукоризненно прямые направления. По мере того, как акула приближалась к яхте, все отчетливее выступали ее большие, горящие алчности глаза. Когда же она переворачивалась, из пасти ее вылавливалось 4 ряда зубов. Голова у нее была широкая и наполнена двойным молотом, насаженный на рукоятку. Джон Манглс не ошибался. Это действительно была самая прожорливая из акул рыба-молот. И пассажиры, и команда Дункана с напряженным вниманием следили за акулой. Вот она уже оказалась совсем близко от крюка, перевернулась на спину, чтобы удобнее схватить его. Миг, и огромная приманка исчезла в ее объяснимой пасти. Еще миг, и акула, сильно дернув за канат, сама насадила себя на крюк. Тут матросы, не теряя времени,
принялись подтягивать добычу при помощи блоков, прикрепленных к Грот Грею. Акула чувствуется, что ее вырывает из родной стихии, отчаянно, но забивая, но с ней быстро справлялись, накинув на хвост мертвую петлю и тем парализовав ее движение. Еще несколько мгновений, и акула была поднята над бортовыми сетками и сброшена на палубу. Тотчас же один из матросов осторожно приблизился к акуле и сильным ударом топора отсек ее страшный хвост. Охота закончилась, более нечего не было бояться чудовища. Чувство мести моряков было удовлетворено, но не их любопытство. Надо сказать, что на всех судах принято тщательно осматривать желудок акул. Матросы, зная, до какой степени это прожорливая рыба, неразборчиво обыкновенно ждут от подобного осмотра какого-нибудь сюрприза, и ожидания их не всегда бывают напрасны. Леди Гленарван не пожалела присутствовать при этой отвратительной операции и перешла в рубку. Акула еще дышала. Она была 10 футов длины и весила больше 600 фунтов. Это обычные размеры и вес для этой породы. То рыба-молот, пусть не самая крупная из акул, считается одной из наиболее опасных. Вскоре огромную рыбу без дальнейших церемоний вскрыли ударами топора. Крюк проник в самый желудок, оказавшийся совершенно пустым. Очевидно, акула давно постилась. Разочарованные моряки уже собирались было выбросить акулу в море, как вдруг внимание помощника капитана привлек какой-то грубый предмет, основательно засевший в ее внутренностях. Что это такое?» — крикнул он. «Да, верно, кусок скалы. Акула его проглотила, чтобы нагрузиться балластом», — ответил один из матросов. «Рассказывай», — отозвался другой. «Это просто-напросто ядро. Оно попало в желудок этой твари и еще не успело там перевариться». На этом рассказ интересный и страшной истории на корабле будет заканчиваться. Обязательно я тебе скажу сладких снов, спокойной ночи.